Обычно Джема вела себя очень хорошо, но сегодня она была заметно расстроена. Когда отец не слушал ее, она была на грани того, чтобы устроить истерику. Ее лицо уже покраснело, а слезы начали заливать глаза. Она умоляла отца не идти на работу. Джема Тейт была 8-летней девочкой, жившей в маленьком городке в штате Северная Каролина. Она была любопытным и энергичным ребенком, которого часто можно было увидеть с улыбкой на лице и проблеском удивления в глазах. Ее родители, Джеймс Тейт и его жена Кэтрин, воспитали ее доброй, уверенной в себе и любознательной. Джеймс был занятым человеком и часто работал допоздна, чтобы обеспечить семью. Он поручал Бриджит, их няне, присматривать за Джемой и ее младшим братом Уильямом, когда родителей не было дома. Бриджит была хитрой и загадочной девушкой, часто исчезавшей в своем собственном мире тайн и шалостей. Но Джеймс доверял ей настолько, что оставлял своих детей на ее попечение. Однажды, роясь в подвале, Джеймс наткнулся на груду старых коробок. «Какого черта все эти коробки в моем подвале?» «Джема, это ты принесла?» – растерянно позвал он. Джема, которая последовала за отцом в подвал, с любопытством посмотрела на коробки. «Я не знаю, папа. Я никогда не видела их раньше», – ответила девочка. Джеймс открыл одну из коробок и обнаружил, что она заполнена старыми газетами и фотографиями. Порывшись в них, он нашел фотографию женщины, похожую на Бриджит. Подозрения Джеймса росли по мере того, как он находил все новые и новые улики, указывающие на Бриджит. Он начал задумываться о ее таинственном прошлом и секретах, которые она скрывает. Однажды ночью Джеймс решил установить камеру в гостиной, чтобы посмотреть, чем занимается Бриджит, когда она наблюдает за Джемой и Уильямом. На следующее утро, просмотрев записи, он пришел в ужас от увиденного. Бриджит приводила в дом незнакомых мужчин, пока родителей не было дома. Джеймс не мог поверить в то, что видит. Он никогда бы не подумал, что его няня способна на такие вещи. Он немедленно встретился с Бриджит, которая все отрицала и обвиняла Джеймса в том, что он ей не доверяет. Джеймс понял, что должен защитить свою семью от опасной деятельности Бриджит. Он позвонил в полицию и показал им видеозапись. С помощью улик они смогли арестовать Бриджит и мужчин, которых она приводила в дом. Если бы не любопытство Джемы и ее стремление к исследованиям, Джеймс, возможно, так и не узнал бы правду о тайной жизни Бриджит. Благодаря этому опыту связь Джеймса и Джемы стала еще крепче. После ареста Бриджит Джеймс провел небольшое расследование и выяснил, что до того, как она переехала к ним, она была вовлечена в опасную секту. Ее прошлое объясняло ее странное поведение и потребность искать опасные занятия. Когда Бриджит оказалась за решеткой, а семья Тейт была в безопасности, Джеймс и его жена смогли вздохнуть с облегчением. Улыбки Джемы и Уильяма вернулись, и они были рады оставить все темные тайны позади. Через некоторое время Джеймс и его семья получили письмо от Бриджит, которая все еще находилась в тюрьме. В нем она извинялась за все и просила прощения. Прочитав письмо, семья вместе решила простить няню и забыть эту историю. Шло время. Однажды Кэтрин пристально смотрела в телевизор, нервно теребя в руках пульт. Она не могла поверить в то, что видит. На экране мелькала темная фигура в маске, врывающаяся в дома и грабящая ценности. Голос ведущего новостей описывал грабителя как быстрого и неуловимого, не оставляющего после себя никаких следов. В ту ночь Джема не могла уснуть, ее мысли были поглощены грабителем. Она жила в страхе, что таинственная фигура проберется в их дом. Она задерживала дыхание каждый раз, когда слышала шум, уверенная, что грабитель притаился прямо за ее окном. Джеймс и Кэтрин сидели за кухонным столом. Их счастливая семья теперь была напряжена и встревожена. Грабитель ограбил несколько домов в их районе, и они не могли не опасаться за безопасность своих детей. Уильям, младший брат Джемы, был очарован таинственным грабителем. Для него вся эта ситуация казалась чем-то из кино. Он с жадностью поглощал любую информацию, которую мог найти, к большому огорчению своих обеспокоенных родителей.
Однажды днем стук в дверь отвлек внимание Кэтрин от обеда. Когда она открыла дверь, ее сердце ёкнуло, когда она увидела, кто это. Виктория, их соседка. Она слышала об ограблениях и хотела дать Кэтрин несколько советов о том, как защитить их дом. Тем временем Бриджит, бывшая няня, недавно вышедшая из тюрьмы, не могла не испытывать любопытства по отношению к дому Тейтов. Ей всегда казалось, что в них есть что-то необычное, а недавние ограбления только усилили ее подозрения. Проходя мимо дома Тейтов, Бриджит заметила нечто странное, новую камеру наблюдения. Она вспомнила, что в новостях говорили о том, что грабитель всегда нападает ночью, и не могла не задаться вопросом, зачем Тейтам камера. Решив докопаться до истины, Бриджит связалась со своим старым другом-хакером по имени Маркус. С его помощью она успешно взломала систему наблюдения Тейтов и обнаружила нечто шокирующее. Таинственным грабителем оказалась Виктория, их соседка. Бриджит не могла поверить в то, что видит. До заключения в тюрьму она работала няней у Тейтов и никогда бы не заподозрила, что дружелюбная, с виду добрая соседка Виктория способна на такие преступления. Бриджит все объяснила Джеймсу и Кэтрин, показав им в доказательство записи с камер наблюдения. Пара была в шоке, не в силах осознать, что кто-то, кого они знали, мог так предать их. Но они были благодарны Бриджит за то, что она донесла до них правду. Джеймс немедленно вызвал полицию, и она прибыла в рекордно короткие сроки. Они арестовали Викторию и нашли в ее доме все украденные ценности. Оказалось, что она была в долгах и прибегала к ограблению соседей, чтобы расплатиться с кредитами. Когда грабитель был пойман, а их район снова стал безопасным, семья Тейтов вернулась к своему счастливому, мирному состоянию. Бриджит считали героем, и даже Уильям перестал зацикливаться на таинственном грабителе, к большому облегчению своих родителей. Джема не могла не чувствовать благодарности за то, что сделала Бриджит. Она всегда считала свою бывшую няню преступницей, но теперь она увидела ее в другом свете. Ей хотелось, чтобы у нее была возможность поблагодарить ее за то, что она спасла их семью от возможного вреда. Через несколько дней Бриджит навестили Тейты. Они хотели лично поблагодарить ее и предложить ей работу в качестве новой няни. Бриджит была тронута их жестом и приняла предложение. Она была благодарна за второй шанс, который они ей дали. С каждым днем Бриджит и Джема становились все ближе. Они вместе проводили время после обеда, пекли печенье и читали книги. Джема больше не воспринимала Бриджит как бывшую преступницу, а видела в ней добрую, заботливую подругу, которая помогала сохранить их семью. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.